Друзья, всем привет! С вами Таня, и вы на канале Вкусно, пальчики оближешь. Сегодня мы с вами приготовим румяное, аппетитное, хрустящее и очень вкусное сметанное печенье. Такое печенье получается потрясающе необыкновенное, при этом готовится из простых и доступных ингредиентов. Сможет приготовить даже начинающая хозяйка. В результате получается целый противень вкусного хрустящего печенья, которое расслаивается в процессе выпечки. Итак, для приготовления в миску отправляю 100 грамм мягкого сливочного масла, которое необходимо заранее достать из холодильника. Далее добавляю 100 грамм сахара, щепотку соли и ванилин на кончике ножа, или же 1 пакетик ванильного сахара. Тщательно миксером все взбиваем до пышной массы, примерно около 3 минут. Масса должна посветлеть и немного увеличиться в объеме. В результате вот такая пышная масса у меня получилась. Далее добавляю 100 мл сметаны любой жирности. У меня магазина 15% сметана. Далее миксером продолжаем взбивать в пышную массу. Взбиваю еще примерно около 2-3 минут. В результате вот такая масса у меня получилась. Далее нам понадобится 150 грамм муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Муку с разрыхлителем хорошенечко перемешиваем. Далее сухие ингредиенты постепенно добавляем жидким ингредиентам. Я добавляю в 3 захода в несколько этапов и замешиваю однородное тесто. Я замешиваю тестомесом, но вы также можете замешать обыкновенной ложкой. Никакой разницы абсолютно не будет. Чем будет гуще становиться тесто, можно тогда замешивать уже руками. Итак, я постепенно добавляю всю муку. Также хочу сказать, что количество муки может понадобиться различное, поэтому будем смотреть по густоте теста. Итак, я добавила всю муку, вымешиваю до однородности. В результате вот такое тесто у меня получилось. Оно немного жидковатое, поэтому требуется еще немного муки. Я добавляю еще 30 грамм муки, буквально небольшое количество. Еще раз все хорошенько перемешиваю. В результате вот такое тесто у меня получилось. Оно получается достаточно густое, эластичное и липкое. Пусть вас это не пугает. Оно должно быть липкое. Очень важно также это тесто не забить мукой. Вот посмотрите, насколько оно мягкое и эластичное. Также оно немного липнет к рукам. Далее я немножечко его еще вымешаю на столе. Стол я припудриваю мукой при этом. Вот еще раз обратите внимание, какое тесто должно получиться, поэтому регулируйте количество муки по консистенции теста. Всего у меня ушло 180 грамм муки. Далее тесто я выкладываю в пакет и отправляю в холодильник на полчаса или в морозилку на 15 минут. Итак, полчаса прошло, тесто было в холодильнике, оно стало немного более плотное. И далее раскатываем тесто в пласт толщиной примерно полсантиметра. Тоньше не стоит раскатывать, потому что печенье тогда получится слишком тонкое и суховатое. Итак, я раскатала тесто в прямоугольник. И далее вы можете формировать печенье любой формы. Я сегодня использую вот такой фигурный нож с зубчиками и буду нарезать тесто на квадратики. Сначала я выравниваю пласт теста по краям, делаю красивые срезы и уже затем нарезаю печенье вот такими квадратиками. Также для данного рецепта, для смазывания, я буду использовать одно яйцо, которое необходимо взбить слегка вилкой или венчиком. Далее я беру печенье, смазываю кисточкой яйцом его поверхность, смазываю только с одной стороны и затем обмакиваю в сахар. Подготовленное печенье я выкладываю на противень. Так подготавливаем все печенье. Смазываем небольшим количеством яйца и
обмакиваем в сахар. В результате в процессе выпекания сверху образуется такая хрустящая сахарная карамельная корочка, очень аппетитная и очень-очень вкусная. Итак, печенье, друзья, я подготовила. Выкладываем его на противень, который необходимо застелить пергаментом. Пергамент я ничем не смазываю, поскольку в составе печенья есть масло. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут. Очень важно печенье не пересушить, поэтому будьте внимательны. Как только оно немного подзолотилось, сразу вынимайте из духовки. И в результате вот такое красивое, румяное, аппетитное печенье у нас получилось. У нас получился целый противень печенья, достаточно большое количество. Печенье в процессе выпекания хорошо поднимается и внутри как бы расслаивается. Сверху образовалась хрустящая сахарная карамельная корочка. Получилось печенье невероятно вкусным. Очень сложно остановиться, оно улетает просто как семечки. Это один из моих самых любимых рецептов, несмотря на его простоту приготовления и доступность ингредиентов. Очень люблю, часто его готовлю. Идеально подойдет, чтобы подать его с чаем, с кофе или с молоком. Так что, дорогие друзья, готовьте с удовольствием, балуйте себя и своих близких натуральной вкусной домашней выпечкой. Давайте посмотрим, как печенье выглядит внутри. Вот так печенье выглядит внутри. Как видите, оно пористое, немного слоистое. В процессе выпекания оно хорошо расслаивается. Вот такое печенье. Так что, дорогие друзья, если понравился рецепт, ставьте лайк, иначе его потеряете. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. У меня очень простые, быстрые, доступные рецепты, которые сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Спасибо большое, что вы были со мной. Заранее спасибо за ваши лайки, комментарии и подписку на мой канал. Всем приятного аппетита и до новых встреч!